Так хотим вернуть Донбасс, но уж так хотим вернуть Донбасс, уж так хотим, что постоянно не устаем его поливать помоями, мягко говоря. В начале месяца, числа 13 появился, ну я не знаю, как это назвать, наверное, материал. В общем, этот материал даже некоторые сайты подхватили. Назывался он «Театр абсурда в Донецке». Какой-то полоумный описал свое посещение театра. Ходил вчера на рынок рабов, в драмтеатр в Донецке. Ватная блевотина, все такое, дохлый СССР, запах присутствует. В общем, судя по тому, какими откровениями делился этот посетитель театра, у меня закралась такая мысль крамольная, что в театре он был впервые в жизни. И это начали обсуждать, в общем, он уничижительно там расписал, и в буфете водки нет, и вообще запах совка неистребимый, и все такое прочее. И начали это обсуждать люди, которые тоже когда-нибудь для себя откроют магию театра. А я решил, мы решили таки прогуляться в театр и посмотреть, понюхать запах совка этого. И, знаете, посмотреть на это другими глазами, потому что бывает, человек выходит на улицу и говорит: слушайте, собаки это везде дерьмом воняет. А бывает, человек выходит на улицу и видит прекрасное солнце и прекрасные улицы, прекрасных людей. В общем. Никогда, это глупости. У нас зрители очень достойные и порядок соблюдают, и всем очень это не в кинотеатре каком-то сельском. Первый раз пришли. Мы с Франциском логично добраться и решили хоть иногда надо. В последнее время почаще. Получается, у нас даже месяц, да? Очень часто. В этом году уже 3-й раз, вот за 2 месяца. Тогда тоже, в прошлом году, сейчас 150 рублей. Позавчера мы были 200. Мы были в прошлые выходные. Я же говорю, что в прошлый раз был спектакль, аншлаг, во-первых, был. Во-вторых, так поддерживали артистов. Боже, это такие аплодисменты, столько комментариев зала, столько позитива. Людям надо позитив. Вот, они приходят сюда за позитивом, они его получают. Нету ее! Да, Денисовна, вы дома? Когда она придет? Откуда я знаю? Она мне не доказала. Сейчас я вам больше покажу. У нас еще и холодненькая есть. Как воняет. Пока поставьте вот уголень рядом. С колбасой и с горбушей. Вот новый спектакль. Ханума, шоу продолжается. Очень много людей. Поэтому, естественно, вот. Поэтому мы уже привыкли, уже столько грязи. Что я могу сказать? Видимо, мы кому-то мешаем, потому что театр сохранился, он работает, он поддерживает своих зрителей. И, наверное, вот наш коллектив сохранился в большей степени, нежели все остальные. В принципе, Донецкая муздрама всегда отличалась и качеством спектакля, и загрузкой зрительного зала. И всегда мы были немножко, знаете, как бельмо на глазу. А теперь получилось так, что театр остался в военное время. И, конечно, мы мешаем. Конечно, нужно сделать все, чтобы показать, что здесь остались люди безграмотные, какие-то малознающие, малопонимающие. У нас
всегда полные залы. Загрузка зрительного зала в нашем театре 97%. В театр ходят постоянные зрители, театралы, с которыми я здороваюсь, встречая их на входе в театр. У нас есть традиция, руководитель театра стоит на входе всегда по возможности и встречает зрителей. Вот я с ними здороваюсь. Вот такая атмосфера у нас в театре. Когда мы в военный год, вот в 2014 году, когда мы открывали театральный сезон, заходили зрители, у которых были слезы на глазах. Потому что мы открылись, потому что мы работали. Я считаю, что цена на билеты у нас занижена, мы это делаем осознанно, потому что у людей сейчас не у всех есть возможность купить билеты по высокой стоимости. У нас цена достаточно адекватная. А кроме всего прочего, мы для удобства зрителей сейчас заключили договор с транспортной компанией, и мы, когда играем спектакли по вечерам в 17 часов, мы зрителей развозим в отдаленные районы абсолютно бесплатно. Они выходят, показывают билет, что они только вышли из театра, и в 3 направлениях разъезжаются 3 автобуса. А кроме этого, мы сейчас начали работать в будние дни, и в будние дни у нас цена на билет снижена порядка где-то на 50%. Это для того, чтобы пенсионеры, студенты и так далее могли приходить в театр вот, еще и в удобное время для себя. Я вам отвечу по-другому. Вот когда мы открывали «Женитьбой» тот театральный сезон, подошла женщина в возрасте, это наша постоянная зрительница, она подошла к одной из наших билетеров и попросила со слезами тоже на глазах: можно я вас за руку подержу? Понимаете, вот такое отношение к нашим билетерам. О чем вы говорите? Вот в этом году, допустим, этот сезон более-менее безопасно работает. Прошлый сезон, когда 14 февраля нас обстреляли, и актеры играли, им сыпалась на голову штукатурка, и все стояли, и пока не дали команду выводить зрителей, все продолжалось, ну, о чем можно говорить? Волкова Наталья Марковна, генеральный директор, художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств.